нас интересных, важных и в Британии ярких представителей британской школы. Является преподавателем, супервизором, терапевтом, медиатором. Не знаю, упомянет или нет, но имела карьеру или балерины. Yes. И я ее приглашаю. I need to translate or you're translating? You're coming here? Frightened of him. You will protect me. Yes. Защитите меня, пожалуйста. I think the main thing is that you hear Marina. So maybe I don't need. Самое главное, что вы слышали Марину. No, there are people who speak only English. It's so exciting to be back. Мне так радостно быть снова здесь. I mean, it seems such a long time. Dan, you have to. Right, okay, it's better. А лучше? Yes, incredible. Прекрасно. So I hope those who I met 3.5 years ago, haven't got high expectations. Я надеюсь, что те люди, которых я встречала 3 года тому назад, которые здесь есть, у них не такие высокие ожидания от того, что я собираюсь сказать. Now I've chosen, it seems like a simple thing, what is understanding? Я выбрала такую, как оказалось, очень простую вещь, которая звучит, что такое понимание. And actually it is, to me, the foundations of everything. Но для меня это основа всего-всего. I just want to say before I launch myself into this that I am, in the main, I tend to talk from my own lived experience and personality. И прежде чем я начну говорить, я всегда хочу сказать, что я всегда основываюсь на собственном опыте и говорю из того, кем я являюсь и что я переживаю. So there won't be a lot of theory. И здесь не будет большой теории. But having said that, it's never possible not to have theory and thinking about. Но сказав это, я должна добавить, что никогда невозможно вообще обходиться без теории и не думать об этом, как это происходит. So basically, I think if I go back to when I did my training as a therapist. Если я вернусь к тому времени, когда я училась быть терапевтом, obviously my understanding of what I should be doing, I'm using that word as a therapist, is to show very quickly that I could understand my client. Мое понимание того, что я должна буду делать как терапевт, тогда заключалось в том, что я должна очень быстро показать клиенту, что я его понимаю. And I'm not just talking about my training, obviously not, because I do believe, from my own experience, but I think
I might be talking for other people as well, that there's a tendency when we listen to someone to, without thinking, understand from our own point of view. Но я хочу сказать не только о себе, как в то время, когда я училась, а вообще о себе. Я думаю, что это относится ко всем остальным, что когда мы начинаем говорить с человеком, мы не думаем о том, чтобы понимать человека. Это само происходит. And I don't say that's not wrong. I think it's natural. И я думаю, что это не то, что неправильно, это естественно. I think it's natural. And I don't know about your training, but mine in England, very early on, when we were practicing listening properly. Я не знаю по поводу вашего обучения, но у нас в Англии много лет тому назад, когда нас обучали правильно слушать, We would always be told off or have to attend to what is my own stuff. Am I responding with my own stuff, my own views? и нам всегда говорили, что мы должны обязательно иметь в виду и думать о своем материале, какой материал во мне сейчас используется, куда это попадает. And I remember then I thought, but that's all I have. Я тогда Oh, I only have my own. I have my own views. Obviously, when I say only, Я тогда подумала о том, что мои взгляды это единственное, что у меня есть. Это единственное, что у меня есть, и они собрались у меня за всю мою жизнь. So, in other words, I think instantly I put a person, something familiar together, something that I can hold on to and recognize. И поэтому я подумала о том, что мы всегда нахожу что-то общее с этим человеком, что-то, в чем мы можем встретиться, и что мне понятно, я могу в нем узнать. So the listening is, without consciously doing it, listening to myself, following myself, and responding to the person in front of me. Поэтому слушание для меня, без того, чтобы это специально как-то делать, естественным образом происходит соизмерение с собой и с другим человеком, и выражение этого. And of course it's not just about words. И, конечно, речь идет никогда не только о словах. It's, to me, always how the words are expressed. Для меня это всегда вопрос о том, как выражаются эти слова. Yeah. And it's the context, but it's, to me, particularly, and I think all of us, body language. And I don't mean body language in that sort of way of you read about body language, you know, cross arms means this and that. Для меня это не только слушание слов, но и, как для всех из нас, это язык тела. И я, когда говорю о языке тела, это не то, что нас учат, что вот эти вот перекрещенные руки значит то-то, а вот ноги это то-то. So I used to be deaf. I say used to because I wear a cochlear implant and a hearing aid. So I'm not deaf now. Я была глухой. Я говорю была, потому что сейчас у меня там стоит такой имплант, который позволяет мне слышать. So my understanding was so often based on, I mean, I'm looking at all of your faces and picking up different vibes. И поэтому раньше мое понимание в основном опиралось на то, что я смотрела на всех вас и как бы пыталась собрать те вибрации, которые я чувствовала от вас. So there's a kind of, you know, recently we've all in England been glued to the television watching this extraordinary funeral mourning of Queen Elizabeth. И вот недавно в Англии последние дни мы все были
сидели перед телевизором и смотрели на эти необыкновенные проводы и горевания по королеве Елизавете. And for me, it was like, it was incredible to watch the faces И для and меня the individuals, how they moved, it was just a feast. And actually, I found it so moving. I'm going to come to that, the connection between understanding and being touched. И для меня это было потрясающе, когда я могла следить за лицами людей, которые горевали, и как они реагировали. И это было просто потрясающе, это был такой пир души. И позже, и я чувствовала, что меня очень это трогало. И позже я еще вернусь к тому отношению, которое объединяет слушание и то, что тебя трогает что-то в душе. So I'm talking about understanding without a live person there. Well, so I'm not talking about like being with all of you now. Я не говорю сейчас, что я понимаю о том, как я с вами сейчас со всеми. Yeah, or with my client, anything like that. But just on my own, watching a screen with other people, and to me, it was simply incredible to see something so unself-conscious and genuine, and no fake Hollywood smiles, no always having to look happy. It was just like everyone was just so expressive. I just found it incredible. И здесь речь не идет о том, что как я сейчас на вас смотрю, или когда я сижу со своими клиентами, как я их понимаю. Здесь это было просто лица на экране, и я была сама с собой. И тем не менее меня трогали выражения их лиц, потому что там ничего не было, никакого фейка, никакого притворства. Это было так искренне. И естественно, что меня это очень тронуло. So really, there's so many ways to understand what we mean by understanding. You know, if you really start to ask yourself, hang on, yeah, is it just, of course I don't know what those other people were thinking and feeling. Wait. Your turn. И поэтому так много понимания того, что значит понимать. Когда я смотрела на эти лица, So I'm always wondering, hang on, am I just imagining that I know or that there's a connection? и я всегда себе задаю, и тогда задавала вопрос, и вообще задаю вопрос, постой, это я придумываю для себя или на самом деле существует эта связь? And so I think it makes me think of what it's like to feel understood. И тогда я задаю себе вопрос, а что значит чувствовать, что тебя понимают? And what it's like to understand. И что значит понимать? And I think, for me, it's about connection. Для меня все сводится к связи. And for me, connection is moving. I get emotional with real. Для меня вот эта связь очень трогательная. Я становлюсь очень, она будет во мне какие-то эмоции. And I don't know about you, but with clients, it's so interesting because there's always that not knowing, that not understanding, that kind of pool in the middle. И я не знаю, как у вас это, но с клиентами всегда есть такая возможность непонимания. Вдруг это непонимание вмешивается в наши отношения. But I like to, in a kind of simplistic way,
I think Но если немножко there would be no understanding because we're all so different. So how the hell do we understand each other? если это все упростить, так много непонимания в людях. Как же получается понимание? And for me, it comes back to what we all share. Для меня все это сводится к тому, что мы все с вами разделяем какие-то базовые вещи. Our humanness, our vulnerability, our everything, our time limited, that big thing that time is so special and precious. We share that. И это у всех наша человечность и уязвимость и время, и конечность времени. Что время, каждый понимает ценность этого времени. So I just want to tell you a little experience I had a long time ago. Хочу вам рассказать о небольшом опыте своем, который произошел много лет тому назад. Sort of towards the end of my training. So I was seeing clients in what is called a placement. Это было, когда я уже заканчивала свое обучение, и я уже встречалась с клиентами, это было вроде как стажировки. And I never knew anything about the clients before I saw them. I just have names, and the person would come in and I'd find out. И я никогда ничего не знала о клиентах, пока их не видела. У меня только было имя написано, и приходил клиент. And a tiny little woman came in. И вот пришла очень маленькая женщина. I can still see like a little shaking bird. She was, I think, Malaysian, from one of those parts of the world. Она была прям как трясущаяся маленькая птичка. Мне кажется, что она была из Малайзии, во всяком случае из того региона. And I want to mention this was before I became really deaf. И я должна сказать, что это произошло до того, как я совсем оглохла. And she had a way of talking. She was so distressed. She looked frightened, distressed, completely traumatized, and she was shaking, and her voice was shaking. И она была так чем-то расстроена. Она вся тряслась, и голос у нее трясся. Очевидно, что она очень переживала. And I was doing my therapist thing, thinking, I've got to show I understand. И я сижу такой терапевт и думаю о том, что мне нужно как-то показать, что я ее понимаю. And she was so difficult to make out what she was talking about. А ее было так трудно понимать вообще, совершенно непонятно, о чем она говорила. So in the beginning, I'd ask her to kind of repeat something. И вначале я просила ее как-то повторить что-то. And then decided, no, this is nonsense. А потом решила, нет, это невозможно. I'm picking up so much about what she's expressing. Я так много всего понимаю из того, что она выражает. No, forget the words. Так что можно забыть про слова. Неважно. Leave it. Relax. Я говорю себе, так, оставь, не пытайся, просто расслабься. Yeah. Just be there. Будь с ней. And naturally. Будь Forget the естественным therapist образом. thing. Забудь о том, что ты терапевт. And so on she went, and when she finished, И она продолжала, и когда закончила, she said, I can't thank you enough, she said. It feels so good to be understood. И она сказала, я просто не могу достаточно благодарить вас. Так замечательно быть понятой. So, and that has always stuck with me.
well, actually, not always. I forget it. Я сначала сказала, что я это всегда помню. Нет, это неправда. Я иногда об этом забываю. So here was a situation where the penny dropped. I really understood something quite profound about listening and understanding. И вот тогда моя паника, она ушла, и я что-то поняла насчет слушания и понимания. And still, over the years, I understand, if that's possible, what I understood. It goes back to forgetting. И сейчас, с ходом времени, я часто забываю о том, что я тогда поняла. And that same kind of feeling is like just stop it, just relax, don't put yourself under pressure to do anything, to demonstrate anything, just be with that person. Я всегда себе просто говорю так: перестань, отложи все свои терапевтические позиции и просто будь с этим человеком. And then of course there is not understanding. И, конечно же, существует и непонимание. That is very common. И это довольно часто происходит. Yeah. And I have a little experience, a Zoom therapy experience. И у меня был такой опыт в Zoom. A new client, and we did our session. Новый клиент, у нас идет сессия. At first session I thought, well, I mean, it seemed sort of okay. После первой сессии я себе говорю, ну, вроде ничего, ничего. At the end of the session, she said, so, is that it? Do we just chat? И она в конце сессии говорит, ну и что, это все? Мы просто болтаем. She was not impressed. На нее это не произвело никакого впечатления. But for me, actually, what was going on, like I could feel that it felt a bit artificial. Но для меня это немножко выглядело так искусственно. So I think I was working hard at being a therapist. Я думаю, что я, наверное, очень старалась быть терапевтом. Yeah, it somehow we didn't connect. И поэтому у нас не установилась связи в тот момент. So my answer was, yes. И тогда я ей ответил, да, We chat. мы болтаем. And then quite often I ask people to think about it and then let me know if they feel they want to have another И session. я часто говорю своим клиентам, чтобы они подумали, что, может быть, не стоит им со мной работать. So I said, well, look, it's more than possible I'm not the right person for you. И тогда я сказала этой клиентке, знаете, очень вероятно, что я, может быть, для вас вам неправильно со мной работать. Я не подхожу вам. You know, off the top of my head, I just said, well, maybe you want someone who's more structured or gives homework or something like that, which works for a lot of people. И я спросила, может быть, вам подходит кто-то, кто более структурирован и дает домашнее задание. Это для многих именно это нужно. So I'm giving that was the end. We didn't see each other again. И с этой клиенткой мы больше не встречались. But I think not connecting, understanding is, well, very usual, very common. И я просто говорю об этом для того, чтобы показать, что не отсутствие возможности установить связь, непонимание, это тоже очень часто происходит. Yeah, and I'm talking about therapy.
I think, not just in life, which it's so different, I think. И я говорю сейчас о терапии, не об обычной жизни, где все это по-другому происходит. I always hope that in therapy there is an element of that, something that is unusually, it doesn't happen in everyday life, a connection happens with the person, with themselves. И я хочу сказать, что в терапии это иначе, чем в обычной жизни. Там происходит вот это установление связи человека с собой. Because I think understanding, for me it's relational. I can, what I'm talking about today, you know, a lot of my thoughts go round in circles, the same ones, but when I hear, and I'm sure I'll have some questions. Мои мысли очень часто идут по кругу, и это как бы, мне кажется, что когда я говорю, это очень на уровне реляционном происходит, и я жду ваших вопросов, я думаю, что у него точно будет какой-то вопрос. So I think we need others in order to understand ourselves more. Я думаю, что нам нужен другой для того, чтобы мы лучше себя понимали, конечно же. And stretch and open up new possibilities. And I'm not talking about agreeing. I love it if I am thrown, I think, my heavens. That's what I'm always hoping for. Always hoping to be surprised and stopped. Thinking, okay, this is different. I'm not sure I understood. What I love about being with difference, То, что мне нравится в том, чтобы быть с чем-то другим, с инаковым. which, by the way, is always the case, not just a cultural thing. И это всегда происходит, это не культуральная вещь. Yeah, is that it's unlimited possibilities of viewing life and the world and ourselves. It's just incredibly rich. Это потрясающая возможность открыть что-то новое и узнать что-то о мире, и о себе, и о других. Это необыкновенно богатая возможность. So, understanding, I think, let me just get back to not understanding, because there's also those occasions where I do not want to understand. Хочу еще вернуться к непониманию, потому что бывают такие случаи, когда я не хочу понимать. So, faced with someone with a view I really, really don't agree with. Если, например, передо мной сидит человек, с взглядами которого я совершенно не согласна, I'm just thinking my own experience. I can experience myself just refusing to engage, maybe, я with просто как-то, that view. я как-то не хочу сталкиваться с этим, я не хочу вовлекаться в этот взгляд, в эту точку зрения. And the closest I can get, which sounds funny, is maybe a fear that if I do, I'll be converted. That I'll somehow be, my view will be contaminated, or I'll have to let go of my view. И я пытаюсь понять, почему это происходит, и самое близкое, к чему я прихожу, это то, что я боюсь вступить с этим человеком, увлечься, и что каким-то образом моя точка зрения будет загрязнена его точкой зрения, что он меня перевоспитает, что ли. This is why in a therapeutic relationship,
the beauty of that is that I can practice just putting my views, knowing they're safe. Nothing to be afraid of. I'm not going to lose them. И в терапевтических отношениях замечательно то, что я знаю, что я могу отложить мою точку зрения, и они будут в безопасности, а с ними ничего не случится. Because I know you all know the term bracketing. I'm not a great lover. I don't believe it's really possible. Потому что вы все знаете вот это понятие «взять в скобки», и я небольшой любитель этого понятия. Мне кажется, что я не понимаю, как это можно. But I agree with Ernesto Spinelli, who, talks about bracketing. Но я согласна с Эрнесто Спинелли, который много говорит об этом взятии в скобки, вынесении за скобки. We can go a long way to, first of all, be aware of, which we are, but be more consciously aware of our own views, our own bias, all of that stuff, accept it. It's not going to go away. Но я считаю, что мы можем исследовать свои склонности, исследовать свои предрассудки, изучать их и, конечно, замечать их, и они никуда не денутся. And just beam our attention and dive into the other person's way of being and find out what it is that matters to them. И просто, как бы, несмотря на них, переместить фокус нашего внимания на клиента и нырнуть в его материал и узнать, как это для него, обращая внимание на то, что в нем происходит и как. And to me, this connection, the human, once that there's a really, really human connection, that changes so much. И когда я чувствую, что возникает человеческая связь, это все изменяет. About 6 years ago, my colleague and I went to Northern Ireland. 6 лет назад я с коллегой отправилась в Северную Ирландию. To have talks with Protestant paramilitary groups. Чтобы поговорить с такими паравоенными группами протестантскими, ну, не совсем военными, но близким к военным группам, вооруженным группам протестантов. And that was such a, incredible experience, because all I knew was what was in the newspapers about the Irish troubles. Это был удивительный опыт, и я знала то, что писали в газетах про неприятности в Ирландии. But to meet up close the people that had been in prison and come out of prison, and to understand more and more from a personal point of view. Но встретить людей, которые сидели за свои преступления, вышли из тюрьмы, и лично познакомиться с ними, это было совсем другое. So I think that's an example that I would not agree with planting bombs and all of that. И это как раз пример того, что я, конечно, не согласна с тем, что нужно закладывать бомбы и взрывать что-то. But it was so powerful on that very simple, basic human connection, and it is unforgettable, actually. Но на уровне таких простых человеческих простой человеческой связи это было очень сильно и незабываемо. So I'm fascinated by this idea of
how it happens. Do I, when I'm understanding another person, меня завораживает идея. Как же это происходит, когда я понимаю другого человека? you know, am I creating, co-creating them? I'm creating them from me. Создаю я их из себя или создаю я их совместно с ними? Because maybe we're borrowing aspects from each other. Может быть, мы берем какие-то стороны друг у друга. You know, how we often match each other when we're with someone, and energy, I think it's something. Как получается, что мы как бы дополняем и подходим друг к другу, когда мы вместе? Мы чувствуем это на уровне энергии. So for me, it's so fascinating how this happens and how the phenomenon, the experience of trust happens. Меня это завораживает, и еще завораживает то, как происходит феномен доверия. How is it that very quickly some people you know are to be trusted? There's a very... Как это получается, что вы вдруг понимаете, что этому человеку можно доверять? Очевидно. And it's just picked up. Recently on a course that I was on, there was a man on the course who I've known for over 20 years. Как это происходит? Недавно я была на каком-то курсе тренинговом, и там был человек, которого я знала больше 20 лет. And I'm very, very fond of him, and I still see him for supervision once a month. И мне он очень нравится, и мы с ним встречаемся для супервизии раз в месяц. And he is, I suppose I could say he has integrity. И он такой, возможно, я могла бы сказать, он очень целостный. I think he is so ethical in his being, his way he is. Он просто в том, какой он, так видно, что он очень этичный. And I assumed because I'd known him so long that I'd found out about these qualities. И я подумала о том, что поскольку я его так давно знаю, я уже знаю по поводу его вот этих качеств. And on this course, some of the fellow participants, Вот на этом курсе другие участники, who had never met him before, которые его раньше никогда не встречали, picked up on all those qualities almost instantly. сразу поняли все эти качества практически мгновенно. And to me, how does this happen? I don't know. There are no answers how it happens. Для меня это чудо, как это произошло. Я не могу ответить на это. У меня нет ответов на эти вопросы. Времени для вопросов у нас не будет. Will we have time for questions? Oh yeah. Да? I leave what I don't do for my workshop. Хорошо, я могу оставить то, что я о чем не поговорила на семинар. We ran out of time. У нас время уже заканчивается. Да, 3 минуты. Yes, Мне интересно, 3 какие вопросы minutes. зададите вы коллеге, а если нет, то, конечно, кучу вопросов. I'm wondering, he says, what questions you will ask, and of course, if you don't, I will have loads. He said that he will ask loads of questions if nobody else does. Okay, thank you. Хорошо, спасибо. Or just comments. Или какие-то комментарии. Да. Хотелось бы про понимание еще дальше и немножко больше. И я думаю, что это будет во время мастер-класса. I would like to have more about understanding, and I hope that you'll speak about it during your workshop. Но у меня еще заранее вопрос.
будут ли при этом отсылки к какой-либо философии, потому что понимание, с одной стороны, то, что вот мы переживаем в терапии, с другой стороны, это философские герменевтические термины. And I'm wondering if you have references to some kind of philosophies, because understanding is the experience we have with our clients, but at the same time, this is a philosophical, hermeneutical term. Yes, I mean, Hans Kohn, I don't know any. Hans Kohn, не знаю, And in, what is it, Emmy van Deurzen's existential perspectives on human issues. Он в журнале «Экзистенциальной перспективы. Взгляд на человеческие вопросы». Hans Kohn has a very interesting chapter. У него там есть очень интересная глава. And the title is Interpretation. И название гласит «Интерпретация». Is it exploration or understanding? Интерпретация, двоеточие, исследование или понимание, вопросительный знак. Yeah. And as Hans Kohn, as some of you know, he's so clear, his writing, and it's really, really very good, and it's about hermeneutics. Ханс Кон очень понятно пишет, и вот он там обращается к герменевтике. There are two questions. Yaki and Natalia. Just you can ask. Yaki, yeah. Do you need a mic? No. During your presentation, I was wondering if you have any thought or comments about the different understandings according to polyvagal theory. Just what? Polyvagal theory. According to polyvagal theory. I'm a complete blank. Я ничего не знаю. No. Because according to those people who are developing these theories, Yeah. we can have a level of neocortex understanding of the other. Yeah. But we can also have a more limbical way of understanding of the other. Let me translate it. Вопрос такой, вот это понимание, сторонники поливокальной теории говорят о двух видах понимания, что одно понимание происходит на уровне нейрокортекса, коры, а второе на уровне лимбической системы. And according to them, sometimes we need to be just in presence with the other. И они говорят, что иногда нам достаточно того, чтобы мы были в присутствии другого человека. Because that's the level of the limbic state, Yeah. where the more deep emotions are emerging. Yeah. Потому что тогда мы находимся на более глубоком уровне вот этой лимбической системы, которая вызывает глубокие переживания. And if we try to put words into that state, we move to the neocortex. Если мы пытаемся объяснить или назвать словами эти состояния, мы сразу же передвигаемся в неокортекс. And that provokes a disconnection from the other. И это вызывает связь. So I'm just wondering if maybe you have any reaction to this. Well, Может быть, вы как-то отреагируете на это? it's a wonderful explanation. Это прекрасное объяснение на самом деле. For
Yeah. sure we can move this to the workshop maybe. Okay, to be continued. I missed one of your. I was so looking forward to one question. Вы хотели задать какой-то вопрос? Давайте это обсуждение вот, о поливагальной теории перенесем на семинар.